Всем привет! Сегодня я запускаю рубрику обзора посылок от подписчиков. Надеюсь, подобные видео будут способствовать развитию талантливых мастеров. И сделаю обзор на насадки для термостанции, который мне прислал Олег. Он занимается разработкой и изготовлением различных удобных приспособ для кожевников. В том числе сам изготавливает термостанции и делает под них насадки. Насадки эти подходят как и под его станции, также и для китайских вот этих бюджетных термостанций, на которые я уже делал обзор. У меня есть несколько образцов таких насадок. Все их я уже потестировал и вкратце скажу о каждой отдельно. Самые часто используемые мной насадки — это насадки для беговки. Выглядят они вот таким вот образом. Делают линию вдоль нашей заготовки, декоративную. Вот подобного плана. То есть тем самым, по сути, мы украшаем наши изделия. И плюс еще эти насадки, они за счет своей формы вот этой канавки округлой подворачивают край, вот этот уголок на торце нашей заготовки. И тем самым нам не нужно снимать фаску, мы можем полировать торец уже после самой беговки. Значит, каких два момента я себе отметил, именно положительных, и два как бы таких преимущества перед китайскими насадками. Первое — это то, что насадки эти выполнены из латуни, и они быстрее нагреваются. Но этот момент сложно как бы оценить на практике, потому что мы обычно не засекаем время до нагрева термостанции, просто включили, пока занимаемся какими-то своими делами, там готовим, к примеру, детали к сборке, к работе, вот термостанция у нас нагревается. И более значимое, на мой взгляд, преимущество этих насадок — сама их форма. Если мы берем, допустим, китайскую насадку, то она идет вот с одной стороны с таким большим радиусом, где это не очень практично применять. Чаще всего заметно на кошельках, где у нас есть наслоение кожи, то есть несколько уровней. Там, допустим, кармашки те же самые мы наклеили, у нас есть несколько уровней этой кожи. Когда мы делаем беговку, проводим линию, идем дальше, то у нас получается вот в этом месте есть пропуск. Из-за того, что вот этот радиус, он соскакивает. Вот. Я не знаю, видно, не видно. Он соскакивает, и там остается просвет. То есть есть место, где у нас вот эта насадка, она не нарисует линию. Выход есть, конечно, можно потом переодеть насадку, допустим, взять какую-то вот такую и дорисовать линии. Но это время. Здесь же, в этой насадке, данный момент продуман, то есть этого радиуса большого нету. Есть такой уже уголок, который у нас вот проходит по линии, и в принципе большого там какого-то зазора не остается. То есть он эту линию беговки сделает ближе к нашей детали, к нашему вот этому перепаду. А вот эта вот форма насадки мне показалась не очень практичной. Правда, это я сам попросил мастера сделать такую насадку просто для тестов, и чтобы я понимал, как она себя будет вести в работе. Данная насадка, она на тонких кожах непрактична из-за того, что, по сути, вот это с большим отступом насадки, они нам не нужны для того, чтобы заворачивать край. То есть мы край вот этот подвернем именно с маленьким отступом насадкой. А вот такие насадки, они нужны только для того, чтобы сделать нам еще одну декоративную линию. Данный вариант насадки практичен только на толстых ременных кожах и с использованием кромкореза где-то 1-1,2 мм. Когда мы, допустим, снимаем фаску, очень как бы широкую фаску делаем, и только тогда у нас, по сути, вот эта вот насадка, она может сделать такой бугорок, скругленный край вот этот
То есть у нас в итоге получается, если мы работаем, допустим, вот этой насадкой на более тонкой коже и там минимально снимаем фаску или вообще не снимаем, то у нас получается линия от края, не знаю, как показать правильно. То есть, видите, от линии еще идет такой как бы уклончик. То есть у нас она выходит не четко, просто линия и все. Выходит от этой линии вот беговки еще идет как бы такой скос. Вот, и линия выходит нечетко. На вот этих двух насадках долго останавливаться не буду. Единственное, что хочу сказать, что качество, конечно, намного выше именно полировки, чем, допустим, у китайской. То есть она какая-то угловатая, более черновая работа. А здесь все гладенько, заполировано и намного качественнее. Эти насадки, где их можно использовать? Ну, как бы я, допустим, торцы вот, не делаем термообработку, и поэтому мне, к примеру, сложно найти применение подобным насадкам. То есть, если у нас, к примеру, на ременной полосе есть какие-то отверстия, мы можем, допустим, обработать эти отверстия вот данной насадкой. То есть, в этом как бы есть ее польза. Также этой насадкой можно, к примеру, делать какие-то точки на коже, что-то, мне кажется, там можно рисовать. Это надо экспериментировать. Возможно, даже фольгой какие-то, не знаю, подписи там ручные, можно это все ставить. Но с этим я уже чуть позже разберусь. Эта насадка, она тоже приспособлена, в принципе, для какой-то вот термообработки торцов. Возможно, там краску или просто заглаживание вот этого ворса при высоких температурах. Вот. Или же этой насадкой можно рисовать линии. В произвольном каком-то месте. Можно увидеть, вот здесь какие-то такие скосы интересные. Я сначала не понял удобства этого всего. Но сейчас вот, смотрите, этим скосом удобно, допустим, не вот так вот ставить нашу ручку, а можно просто под углом немножко вот так вот раз, и все удобненько от точки к точке мы можем проводить. Теперь о более практичных вещах, которые применяю в своей работе. Значит, эта насадка, она предназначена для беговки и создания декоративных линий на коже. Все насадки, их можно, в принципе, приспособить через переходник и под паяльники с регулятором. Это просто как бы такое отступление. Что дает нам эта насадка? Во-первых, здесь вот между вот этой вот пластиной, она съемная, и как бы основной пластиной, которая вот является как бы таким корпусом, да, между этими пластинами можно менять расстояние. Таким образом мы можем делать, допустим, беговку на любом расстоянии, вот сколько нам позволяет тот же винтик. Я вот сейчас закупился шайбочками, закупился, есть еще винты разные такой длины. Вот. То есть можно экспериментировать. Я не думаю, что здесь нужен кому-то будет большой отступ, но в принципе мы можем поставить любой. Шайбочка примерно 0,8-1 мм как бы толщиной этот металл. Вот. И выходит, что мы можем с шагом, к примеру, там, в 1 мм менять расстояние от края до линии беговки, наслаивая эти шайбочки. Это первое. Второе. Здесь вот эта пластина, она выдвигается. То есть, если мы ее зажимаем, то этой пластиной мы просто можем рисовать линии в произвольном месте, где нам нужно, не как бы привязываясь к краю. Это второе. Третье. Сама форма вот этой пластины, она позволяет нам вот этим уголком очень хорошо проходить радиусы, даже мелкие.
эта пластина, она может меняться. С одной стороны мы ее можем переставить на другую, и таким образом эта насадка уже будет, к примеру, для левши или для правши. Это тоже имеет значение, на мой взгляд. Если, допустим, мы эту насадку переворачиваем, выдвигаем, к примеру, с этой стороны переворачиваем, то можем делать биговку уже вот этой основной пластиной, которая как бы у нас корпус, да, вот, и я не знаю, здесь, наверное, миллиметра 2 толщина, то есть мы можем еще делать биговку именно толстой линией такой. Это тоже как бы одна из функций. Дальше. Так как вот эта пластина двигается, мы можем ее выставить минимальный выход и таким образом делать биговку на всех толщинах кожи. От самой тоненькой до, в принципе, самой толстой. То есть мы вот этой пластиной цепляемся за краюшек и уже, то есть вот этой, вот так вот. Мы цепляемся за краюшек, а наша вот выдвижная пластина, она делает биговку. Один нюанс, который не совсем практичен, на мой взгляд, показался, это то, что данная пластина, она сама по себе вот разная по толщине, вот от этого края к этому, она идет на утолщение. Задумка какая была, что эта насадка, она получится еще более универсальной, то есть мы захотели сделать тонкую линию, нарисовали там, вот этим вот краем прошли, да, захотели более толстую линию, прошли вот этим краем. Но в чем как бы заключается непрактичность данной идеи? Это то, что когда мы захотим, допустим, вот рисовать линию толстой, а на радиусе нам все равно нужен будет вот этот уголок, к примеру, да, то дальше линия пойдет тонкой. И из-за этого лучше, конечно, заказывать эти насадки с пластинами одной толщины, чтобы биговка была, к примеру, 0,5 или да, где-то 0,5 мм линия, вот, по всей плоскости, и тогда мы сможем свободно, легко работать хоть так, там, под разными наклонами и делать те же радиусы без изменения толщины линии. Здесь есть тоже такая вот канавка для термообработки торцов. Как уже сказал, я такого никогда не делаю, поэтому практичность данной канавки мне сложно оценить. Ну и теперь как работает эта насадка на практике. Значит, здесь в каждой пластине есть продольные такие отверстия, которые позволяют нам вот двигать данную пластинку, как мы захотим. Чтобы делать биговку, у нас вот эта пластинка, которая выдвижная, она должна быть немножко ниже по уровню, ну, в зависимости от толщины кожи, от как бы основной. Вот. И здесь мы просто затягиваем винтики, фиксируя эту пластинку. Изначально я поставил туда по 2 шайбочки, как вот видно, то есть отступ здесь где-то 2 мм получается. Биговка будет на расстоянии 2 мм от края. Вот. Теперь накручиваем этот утюжок на нашу станцию и ждем, пока он нагреется. Первое, конечно, то, что мне понравилось, это вот этот именно угол, который дает возможность сделать линию биговки ближе к вот этому перепаду уровня кожи. То есть, как вы видите, китайская насадка, она делает еще отступ несколько миллиметров, то с этой вот насадкой этого не будет за счет вот этого вот угла. Здесь нету радиуса. Значит, сама линия. Здесь прям кончиком надо. Вот так вот. О. Здесь радиус сколько, 5 или 10 миллиметров. Нужно практически вот этим вот
краешком, уголком проходить такие мелкие радиусы. И в принципе все получается. Для тех, у кого насадка такая, как у меня, с разной шириной этой пластины от одного края к другому, тем рекомендую и беговку, и проходить радиусы одним краем, то есть всегда работать вот этим вот углом. Тогда у вас толщина линии будет всегда одинаковая. Хотя вот даже сейчас, допустим, разный уровень, допустим, вот этих кож наслоения, да, то нам все равно надо бы дойти до вот этой вот детали, до верхнего слоя, все равно надо доходить другим краем, вот этим. Так что лучше брать все-таки пластину с одной толщиной. Так, теперь можем подвести итоги. О технических каких-то преимуществах, рабочих моментах я уже сказал, то есть решать вам, какие насадки там лучше, хуже. Здесь еще есть такое преимущество, что эти насадки, они даже дешевле получаются, чем китайские. И самое главное преимущество, на мой взгляд, это то, что мастер может изготовить любую конфигурацию, которую вы зададите. То есть у вас не связь там с заводом, которые штампуют в принципе уже отработанные насадки, а вы можете напрямую связаться с человеком, который выслушает вас и изготовит тот инструмент, который вам нужен для работы. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.